Сегодня с нами Джон Свит, полковник армии США в отставке, Марк Тодд, аналитик по международным делам. Приветствую вас. Даниэль, спасибо, что снова пригласили нас. Рад встрече, Даниэль. США оказывают давление на президента Зеленского, чтобы тот как можно скорее принял мирное соглашение, которое требует от Украины передачи Донбасса России. Марк, что это значит и в какой ситуации сейчас находится президент Зеленский? Даниэль, это отличный вопрос, потому что этот момент времени для Украины и Зеленского напоминает мне речь Черчилля о некапитуляции, которую он произнес 4 июня 1940 года после падения и эвакуации Дюнкерка. И шансы, извините, ставки здесь действительно очень высокие. Украина испытывает огромное давление со стороны президента Трампа и его окружения, особенно Стива Виткоффа и Кушнера, с целью фактически капитулировать перед россиянами, и это не сулит ничего хорошего. Донбасс не сдается. Это слишком важный пояс крепости. Дальше между ним, Киевом и Одессой ничего нет. И об этом сообщает ISV. Джон расскажет позже, подчеркнет катастрофические последствия для военной сферы. Но, по сути, президент Трамп просит Украину совершить военное и национальное самоубийство, а это просто недопустимо. Потому что, если это произойдет, это будет означать капитуляцию не только для Украины, но и для всей Европы, а Путин станет доминировать на континенте. И мы это знаем, основываясь на недавно обнародованной стратегии национальной безопасности Трампа. Он оставляет Европу на произвол судьбы, отказываясь от лидерства США в НАТО и позиционируя себя так называемым сакером. Приняты временные меры. Конгресс установил минимальный уровень численности войск в законе об ассигнованиях на оборону. Надвисла опасность, решается судьба Европы, не только Украины. Джон, пожалуйста. да, я согласен. И добавлю еще кое-что, как говорится, хотел, получай сполна. И сейчас Трамп очень хочет, а Украина получает. И именно по той причине, которую назвал Марк, откровенно говоря, они не могут отказаться от своей стратегической крепости. В конечном счете, это условие, выдвинутое Россией. В дополнение к другим требованиям России, таким как сокращение численности вооруженных сил, ограничение на определенные типы систем вооружения и отсутствие сил НАТО на территории Украины для оказания помощи в обороне, это просто создает условия для последующего вторжения, которое мы уже видели раньше, и пример этому — Чечня. И достаточно понять, Путин никогда не сдержит своего слова. Оно основано только на моментах времени, и в этот момент это то, чего он хочет. Таким образом, все пакеты стимулов, которые готовятся для России, чтобы она села за стол переговоров, не убедят Украину уступить какую-либо часть своей территории. И сейчас, похоже, Европа поддерживает Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил европейских союзников, что США могут предать Украину в этих переговорах. Марк, насколько мы близки к такому моменту? Даниэль, это еще предстоит определить. При Трампе США хотят выйти за рамки не только Украины, но и Европы. Стратегия, очевидно, указывает на желание изменить курс, рассматривая Китай как основную угрозу, задающую темп, однако она несколько слаба, используя более мягкую риторику по отношению к Китаю, чем в прошлом. Трамп видит мир как серию сделок, игнорируя геополитические и геостратегические проблемы, тогда как Путин смотрит на мир совершенно иначе. Как мы с Джоном недавно писали, Путин не заинтересован в деловых сделках Джареда Кушнера или Стива Виткоффа. Он может использовать это как средство достижения цели, заключения мирного соглашения на выгодных для России условиях, но в долгосрочной перспективе он продолжит свои махинации, чтобы захватить всю Украину и в конечном итоге начать пытаться отвоевать некоторые страны Балтии, Румынию или, возможно, убедить Венгрию перейти на его сторону, вместо того, чтобы быть членом НАТО. То есть у него есть долгосрочные планы в отношении России, и они не очень хороши. И поэтому, с этой точки зрения, Трамп оказывает всем здесь медвежью услугу. Потому что если мир воцарится, он должен быть справедливым. Он должен учитывать военные преступления, совершенные Путиным. Он должен учитывать преднамеренное нападение на мирных жителей, преступления против человечности, совершенные в Буче в начале войны.
Все эти факторы необходимо учитывать, но они должны основываться на прочном мире, а мы его пока не видим. Джон, а что вы думаете по поводу возможного предательства США в отношении Украины и Европы? Во-первых, я думаю, что слово «предательство» здесь слишком сильное. Я считаю, что Трамп в своих собственных глазах пытается побудить НАТО взять на себя больше ответственности за оборону в Европе. И это совершенно справедливо. В какой-то степени НАТО необходимо активизироваться. Последние 50 лет Соединенные Штаты были лидером, и страны НАТО позволили им это делать. Таким образом, он обращается к НАТО со словами: «Вам необходимо больше распределять бремя ответственности, потому что мы должны сейчас сосредоточить наше внимание на западном полушарии, но также и на Китае». Поэтому, в этом смысле, я не обязательно считаю это предательством. Но делает он это так, что по факту только подливает масло в огонь в голове у Путина, внушает ему, что можно и дальше давить и угрожать НАТО. И сейчас администрация Трампа, похоже, предоставляет дополнительные стимулы, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, одновременно пытаясь оказать давление на Украину, чтобы она уступила территорию, к чему, честно говоря, она не готова. Даниэль, 2 слова вкратце, если вы позволите. Да, Я согласен с тем, что говорит Джон, это не столько предательство, сколько отречение от престола. Я из семьи военных летчиков, и когда мой дед и отец учили меня летать, они, по сути, говорили: остерегайся того, что называется синдромом стремления к цели. Трамп настолько хочет заключить мирное соглашение, что не задумывается обо всех плохих решениях, которые он может принять на пути к его заключению. Плохие решения в конце полета ведут к крушению при посадке. Нужно хорошенько все обдумать, чего он не делает. И его переговорная позиция очень противоречива. Вчера он призывал к выборам. Зачем он подыгрывает Путину? Это просто одержимость желанием добиться цели. Он просто хочет заключить сделку. Он не учитывает всех последствий для Европы, для Украины и вашего суверенитета в будущем, и это просто прискорбно. Марк, вернемся к вашим словам о законе о национальной обороне на 2026 год. Конгресс ставит под контроль администрацию Трампа. Конгресс заявляет, бюджет на 2026 и 2027 годы будет включать $400 миллионов помощи и военной поддержки Украине. Вы не будете сокращать численность американских войск в Европе до менее чем 76 тысяч человек. Вы сохраните за собой лидерство в НАТО, статус верховного главнокомандующего союзных войск. Таким образом, двухпартийный Конгресс сдерживает администрацию Трампа. Получается, у него проблемы не только с Украиной, но теперь и с Конгрессом. Однако, опрос Рейгана 2025 года по национальной обороне выявил проблемы с общественным мнением в США. 68% американцев поддерживают НАТО, 59% против выхода из Альянса, около 62% хотят победы НАТО и Украины, а 70% не доверяют России. Таким образом, он плывет против течения, вопреки общественному мнению американцев. давайте также рассмотрим недавнее интервью президента Трампа изданию «Политика». Похоже, президент Трамп снова заявляет, что у Украины нет козырей. Он сказал, что в России более сильная переговорная позиция в ходе этого дипломатического процесса. Марк, прав ли он? Нет, он ошибается. Я не хочу недооценивать сложную задачу, которая стоит перед Украиной. Украине потребуется значительно больше поддержки Европы для предотвращения военных неудач в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Я не хочу это оценивать. Утверждение, что у Украины нет карт, ложно. Европа может их предоставить. Если позволите, переформулирую ваш вопрос. Настоящая проблема заключается в том, что каждый раз, когда Трамп говорит, что у Украины нет козырей, на самом деле это Трамп продолжает давать козыри Путину. Вот в чем сейчас дилемма, и этим занимаются Джаред Кушнер и Стив Витков. А затем есть еще и госсекретарь Марко Рубио, который пытается отвоевать часть этих карт обратно, чтобы вернуть их на сторону Украины. Но проблема не в том, что у Украины нет карт, а в том, что Трамп дает их Путину слишком много.
Только что вы упомянули Джареда Кушнера, Стива Уиткофа. Мы еще не обсуждали эту тему. Стив Витков звонил российскому помощнику Путина Кириллу Дмитриеву и советовал ему, как вести себя с президентом Трампом и как угодить президенту Трампу. Марк, как вы оцениваете подобную дипломатическую тактику? Это измена или просто непрофессиональный способ ведения бизнеса? Даниэль, я колеблюсь, является ли Стив Витков самым наивным человеком на Земле, учитывая, как сильно его порой обманывает Путин, те игры, которые он ведет, ухаживание Кирилла Дмитриева за ним, главного спецпосланника Путина в этом процессе. Или же он думает, что, возможно, по деловым соображениям можно заключить свои сделки, если он достигнет мира как можно скорее. Я не уверен, но историкам и журналистам предстоит разобраться, в чем дело. Но в любом случае это плохо для Украины. Стив Витков не должен быть в этом деле. Он не должен участвовать в этих переговорах. Он просто не заслуживает доверия и даже не является честным посредником. Даже если бы он хотел быть объективным посредником, этот человек выступает в роли арбитра, во многом в ущерб Украине. Почему ему нравится Владимир Путин? В одном из своих интервью он заявил журналистам, что ему нравится Владимир Путин как российский лидер. Даниэль, я просто не могу поверить, что он не понимает, что Путин совершает военные преступления, способствовал трагедиям, таким как в Буче, или целенаправленно атакует мирное население. Сперва Стиву Виткову было легко закрыть глаза на его ошибки. Этот человек также участвовал в мирных переговорах в Газе, возможно, не мог сразу усвоить всю информацию. Но теперь нет никаких сомнений в том, что он знает об этом, что он в первую очередь сосредоточен на попытке заключить мирное соглашение с Путиным по поводу Украины. Это всего лишь мое личное мнение, у меня нет доказательств, но я подозреваю, что он видит перед собой знаки доллара и рубля и просто хочет заключить сделку для Трампа, чтобы они могли двигаться дальше и ошибочно полагать, что этот мир, находящийся в конкуренции между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой, каким-то образом решится с помощью деловых сделок и транзакций. Они не понимают, что Путину это не интересно, у него планы масштабнее, чем просто деловые сделки. Полковник Свит, как вы можете оценить текущую военную ситуацию? Действительно ли Украина сейчас находится в таком плачевном состоянии, как считает президент Трамп, пытаясь представить ситуацию так, будто у Украины нет никаких козырей? Я согласен с тем, что Марк сказал о картах. В Украине нет американских карт, но есть европейские карты. И что еще важнее, в Украине есть украинские карты. Украинские военные держатся стойко. Они одерживают победы над российскими войсками на земле. Они и по сей день убивают до 1000 российских солдат в день и около 7000 в неделю. Они отразили множество нападений и продолжают это делать. Им нужна помощь в борьбе с дронами и баллистическими ракетами. За последние 24 часа по гражданским целям было выпущено более 700 беспилотников и более 50 баллистических ракет. Повторюсь, по гражданским целям, по жилым районам, а не по военным. Это гражданская инфраструктура, школы, церкви, дома, культурные центры. Другим подходящим словом для этого тоже мог бы быть геноцид, но никто не хочет использовать это слово, когда речь идет о России, потому что им пришлось бы что-то с этим делать. Нет, Украина держится, и я подозреваю, что при дополнительной поддержке со стороны Европы Украина продолжит борьбу. Нужна поддержка, особенно в противовоздушной обороне, и мы с Марком много говорили о создании бесполетной зоны, а также о создании интегрированной эшелонированной системы противовоздушной обороны. Это два обязательных элемента, которые необходимы, чтобы продолжать боевые действия. Даниэль, если позволите, добавлю. Конечно. Я согласен с Джоном. Главный козырь Зеленского — неповиновение. Ему нужно восстать против этих невыгодных сделок, что ему грозят. И это, по сути, возвращает нас к непокорности, которую проявил Черчилль в 1940 году, заявив: «Мы будем сражаться на улицах, в горах, на пляжах, где угодно». Зеленскому необходимо обозначить, что Украина будет бороться до конца, что это понятие свободы, суверенитета и нежелания уступать землю и территорию является неотъемлемой частью украинской идентичности и основных убеждений страны.
И Европа должна увидеть это неповиновение, чтобы понять, хотят ли они, чтобы ваша страна проиграла без поддержки, или же им следует активизироваться сейчас и, например, ввести бесполетную зону, поскольку Трамп бездействует. Был бы я сейчас на месте Зеленского, я оставался бы непокорным и не поддавался этому. Он должен быть тем Черчиллем, который был в 1940 году, когда все выглядело против Англии после падения Франции и эвакуации британских войск из Дюнкерка без экипирования. У вас дела обстоят лучше, ваша армия по-прежнему в целости и сохранности. У вас все еще осталось оборудование целым, будьте упрямы. Считаете ли вы, что самым сильным козырем Украины сейчас является то, что без Украины никакой сделки не будет? Да, самый сильный козырь Украины, на мой взгляд, это карта неповиновения, и это не уникальная черта только Зеленского. Я вижу это у многих украинцев. Посмотрите на решимость этих мужчин и женщин, сражающихся на передовой, которые заявляют: «Мы не отдадим ни пяди нашей территории, если это не будет стратегически или тактически оправдано. Мы отступим лишь на время, чтобы обмануть россиян и контратаковать». Это видно. Повреждение силового узла и прибытие пожарных ускоряют ремонт электриков. Это происходит каждый раз, когда люди бросаются в горящие многоквартирные дома, больницы, школы, чтобы спасти женщин и детей. Вы видите это неповиновение повсюду. И как американец, я считаю это достойным восхищения. Я думаю, мир не видел ничего подобного со времен бомбардировок Англии, когда британцы проявили аналогичную решимость. Посмотрите, чего они добились благодаря решимости, несмотря на низкие шансы, победили нацистскую Германию. Я твердо и до сих пор в глубине души верю, что Украина может победить, но им нужна поддержка Европы, и она нужна сейчас. Другими словами, Марк, неповиновение — это национальная идентичность, а у Украины есть национальная идентичность, есть гордость. Украина обладает своей уникальной культурой, и Украина не собирается отдавать ее Путину. И она не позволит Соединенным Штатам диктовать ей, каким будет ее будущее. Девиз армии США звучит так: «Мы будем защищаться», и прямо сейчас Украина поддерживает этот девиз. Полковник Свит, я хотел бы спросить вас о возможности изменения баланса сил на поле боя со стороны Украины, поскольку в СМИ мы пока не слышали никаких подобных обсуждений. Мы только и слышим о территориальных уступках, о переговорах, о том, что Украина должна уступить Донбасс России. Но давайте также рассмотрим другую сторону этих обсуждений. Как США могут помочь Украине одержать победу в этой борьбе прямо сейчас? Потому что у президента Трампа все еще много военных карт на столе в Белом доме. Да, у него они есть, но чтобы изменить ситуацию на поле боя сегодня, о чем я постоянно говорил здесь, и мы с Марком неоднократно об этом писали, украинцам придется остановить поток российских солдат в Украину, перехватывать их. Они должны победить эти силы до того, как они прибудут в Украину, а не на украинском поле боя. Им нужно уничтожать их в местах сбора, сортировочных пунктах, топливных пунктах и логистических узлах, на аэродромах, в морских портах, железнодорожных станциях, на шоссе. Им нужно их там поразить, а для этого нужны системы вооружения. И это означает больше Атакамс, больше Хаймарс, больше Стормшеда, и штаб Германия предоставила свои крылатые ракеты Таурус дополнительную артиллерию, но им нужно будет бороться с ними и в России, не обязательно в Украине. Я думаю, что единственный способ повлиять на ситуацию на поле боя — это не дать им попасть в Украину, перехватить их линии снабжения, которые мы называем внешними линиями, и перекрыть эти внешние линии обороны, которые обеспечивают эти войска в Украине, чтобы они там истощились, а затем были вынуждены отступить из-за нехватки боеприпасов, предметов первой необходимости, таких как еда, вода и оружие. Это, вероятно, единственный способ. Другой вариант, очевидно, как мы с Марком уже говорили, заключается в том, чтобы остановить атаки беспилотников и ракет. Это может произойти либо через бесполетную зону, либо путем нанесения ударов по этим системам вооружения в России до того, как они смогут быть запущены. Сбивать отдельные ракеты бесполезно.
Нужно уничтожить систему вооружения и производственной мощности, где производятся эти дроны. Именно на это Украине и следует обратить внимание. Они сосредоточены на глубоких ударах по НПЗ, что остается хорошим курсом, но нужно найти баланс в войне за перехват. Даниэль, если позволите добавить, я думаю, что самым мощным оружием, которое украинцы могут получить от США прямо сейчас, если смотреть на ситуацию реалистично, является общественное мнение. Как отметил Джон, в целом существует двухпартийная поддержка победы Украины. Это примерно 68%, большинство населения страны считает Россию врагом. Это самое мощное оружие и карта, которую можно получить. Если украинцы проявят это неповиновение и дадут отпор давлению Трампа в этих переговорах и откажутся сдать свою страну, американское общество это одобрит. Им нравятся дерзкие аутсайдеры, как Украина, и это ваш лучший путь вперед. А пока, как мы уже говорили, Европа должна взять на себя ответственность прямо сейчас. Спасибо вам, Джон и Марк, за ваше время, поддержку Украины и содержательные ответы. Слава Украине! Благодарим за приглашение. Спасибо, Даниэль.